Приветствую всех любителей часов на моем канале. На данный момент вышло 4 фильма про Джона Уика. Франшиза началась аж 10 лет назад. И что самое удивительное, на руке главного героя, которого играет Киану Ривз, одни и те же часы. Можно с уверенностью сказать, что они являются частью фильма, его сюжета и одной из особенностей главного героя. Джон Уик носит часы на руке циферблатом внутрь, на манер военных, чтобы сохранить часы во время активных действий. Часы на кожаном ремешке и явно в классическом стиле, что вполне соответствует строгим костюмам Джона. Часы практически весь день на руке героя, а во время сна Уик кладет их рядом с собой, на тумбочку. Во второй части фильма я заметил рекламу бренда часов. На здании мы видим экран, где изображена одна из моделей Карл Фридрих Бухера, а Джон Уик носит модель Monero Auto Date этого же бренда. Классический дизайн 60-х годов, швейцарский механизм с автоподзаводом на 25 камнях, запас хода 42 часа, окошко даты на 3 часа, корпус из нержавеющей стали, диаметр 38 мм, толщина 8,75 мм, размеры аккуратные, водонепроницаемость 30 метров. На циферблате текстурное лучевание, минутные метки напечатаны, а часовые метки накладные, полированные и находятся на выделенном кольце, которое отличается от основного цвета циферблата для контраста. Дорогие друзья, на моем телеграм-канале ссылки с интересными статьями, опросы и конкурсы. В группе ВК много полезной информации про часы. А на Дзен-канале, кроме видео, я выкладываю свои статьи. Выбирайте удобную для вас площадку и подписывайтесь, буду признателен. Все ссылки в описании. На часовой и минутной стрелке есть люм. Также точки люма расположены на 3, 6 и 9 часах, а на 12 две точки для определения верха циферблата в темное время. Вверху циферблата логотип бренда, внизу надпись «Automatic», а в самом низу Swiss Made. Стекло сапфировое с антибликом. На задней крышке тоже сапфировое стекло. Можно полюбоваться работой механизма. Ремешок из кожи аллигатора. Цена новых часов 2900 евро, причем в коллекции Monero это самая дешевая модель. Возможно, их присутствие в этом фильме хорошо сказалось на продажах, ведь любителей фильма достаточно много, и каждый хочет каким-то образом быть причастным к фильму. Сам бренд имеет историю с 1888 года. Основатель компании Карл Фридрих Бухера открыл ювелирный и часовой магазин. Впоследствии два его сына выучились на часовщика и ювелира, что стало отличным сочетанием для создания часов. В наше время этот бренд выпускает часы в люкс-сегменте, в том числе и с турбионом. Ну и в конце ролика хочется упомянуть, что Киану Ривз подарил 5 своим каскадерам часы Rolex Submariner с памятной гравировкой на задней крышке. Но вот я никак не могу понять, почему Rolex, а не что-то из коллекции Карла Фридриха. Этот вопрос остается открытым. Всех благодарю за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я, в свою очередь, расскажу вам о часах из других фильмов. Всем добра!